Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня у нас в гостях USB-микрофон от компании Behringer, знакомству с которым мы с вами немедленно приступаем. Итак, Behringer Bigfoot, что в дословном переводе «снежный человек» или «йети». Ну да, абсолютно ничего не напоминает, абсолютно никаких параллелей. Ладно, пошутили. Этот микрофон имеет 3 14-мм капсуля, что позволяет ему работать в 4 направленностях. Это кардиоида, восьмерка, круговая и стерео. Несколько позже все это услышим. Далее, управление громкостью сигнала и выхода на наушники у него имеется прямо на корпусе, что, естественно, очень удобно. А также быстрое выключение одним нажатием кнопки также входит в его функционал. Что касается частотного диапазона, то это 20-20 тысяч Гц, максимальные децибелы, которые он готов выдержать, 120. Запись возможна в качестве 24,96, ну и вес этого изделия целиком 1,7 килограмма. Стойка у него удобная, тяжелая, на основании есть некий материал, который должен пригасить какие-то небольшие вибрации и шумы от рабочего стола. И кроме того, при необходимости Bigfoot можно прикрутить к обычной микрофонной стойке. Ну и, пожалуй, главный момент, который может нас интересовать и заботить, это стоимость. На сегодня она составляет что-то в районе 8500 рублей, что в принципе для подобного оборудования нормально. Итак, друзья, товарищи, давайте уже будем переходить к прослушиванию нашего Behringer Bigfoot. Послушаем звук в принципе, протестим диаграммы направленности, услышим собственный шум микрофона, ну и попробуем в него что-нибудь спеть. Приступим. Подключение никаких проблем не вызвало, мониторится все отлично, и сейчас мы слышим, как работает диаграмма восьмерка. Как вы знаете, ее хорошо использовать при записи диалога или интервью с кем-нибудь, ну или можно попробовать даже записать вокальный дуэт. Следующая диаграмма кардиоида. Здесь все понятно. Говорим прямо, слышим хорошо. Поворачиваем микрофон, звук, естественно, теряется. Так что речь или вокал пишем сюда. Дальше. Круговая диаграмма. Как микрофон не вращай, он пишет со всех сторон одинаково. Этот способ можно применять при записи окружающей среды, каких-то больших залов и так далее. И, наконец, диаграмма стерео. И прежде чем переключусь на нее, хочу обратить ваше внимание на то, что в момент включения мы, во-первых, услышим не очень приятный щелчок, чего не было во всех предыдущих случаях, и, во-вторых, само стерео начнет работать не моментально, а через какую-то секунду-полторы. Ну, вот такая особенность. Слушаем. Щелчок был, стерео немножко подтормозило, но тем не менее оно работает, и запись в каких-то определенных случаях может быть достаточно эффектна. Теперь, как и обещал, послушаем его собственный шум. Я замолкаю и выкручиваю громкость ближе к максимуму. Послушали? Ничего критичного, на мой взгляд, не было. Ну и последнее, это попытка в него что-нибудь спеть. Давайте попробуем, потом дадим постобработки и посмотрим, пригоден ли он для этих целей. Вот и все, глава осталась незаконченной. Рядом истина и обман. И в конце строки последней многоточие. Надежда, дым, а прошлое туман. Любовь моя и праздник, останься, подожди. Беда моя и счастье, не уходи, не уходи.
Ну что, друзья, если смотреть на этот Bigfoot как на первый свой студийный девайс, то можно сказать, а почему бы и нет? 8500 и у тебя и аудиоинтерфейс, и микрофон с 4 диаграммами, и прямой мониторинг без тормозов. Понятно, конечно, что для серьезной записи вокала он вряд ли подойдет, но он и не был, скорее всего, для этого сделан. А что касается записи подкастов или каких-то геймерских дел, или даже ASMR, то его вполне можно к этому приспособить. Так что смотрите, если понравился, то можно не стесняться и смело брать. Ну а если не понравился, то напишите почему и какую альтернативу вы бы могли сами предложить. Я благодарю всех за внимание и желаю всем творческих успехов. До встречи. Ну что, клон Yeti Blue. Поехали. Ёпрст, что ж такое-то? Не то окошко было активным и все испортилось. Пишу.